Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня я вяжу базовую функциональную сумку с использованием набора фурнитуры, в которой входит донышко и ручки. Есть 4 самых распространенных и популярных цвета. Я остановила свой выбор на коричневом. Мне он кажется более летним и очень ярким. Донышко в размере 32 сантиметра на 7,2 миллиметра шириной и плечевые ручки. Общая длина ручек вместе с креплением 78 сантиметров. Ручки очень необычно смотрятся и очень надежно крепятся. Здесь я буду крепить их с помощью иглы и нити в тон пряжи. Вяжу новой пряжей, это Карамель Милк. Нить заявлена как 3 мм толщиной, в мотке 300 метров, 400 грамм. Мой цвет раф. Использую 2 крючка, один основной 4 мм, буду вязать все полотно узора, другой вспомогательный 3,5. Головка вспомогательного крючка должна хорошо проходить в отверстие по фурнитуре. Также приготовила ножницы и сантиметровую ленту. На каждом этапе озвучиваю размеры моего изделия, заготовок, количество рядов, количество петель. Можно легко перейти на другую пряжу. Изделие получится эффектно и просто. Справится даже новичок. Схема вязания без убавлений, без добавлений, без сложных переходов. Одним полотном вяжем один узор. Результат порадует всех. Все необходимые ссылки оставляю в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Первоначально беру нить с запасом около метра. Этот запас потребуется для соединения рядов из ряда в ряд. Начинать можно с любой точки, но я начну с поворота. Здесь у меня отцентровано 7 точек. Одна центральная, 3 по правую сторону, 3 по левую сторону. Вот с первой из 7 начинаю вязать. Подхватываю рабочую нить и формирую соединительные стежки в каждую точку. Здесь уже можно пользоваться крючком 3,5 мм для удобства. Сейчас прохожусь обвязкой. У меня по кругу 64 отверстия. 64 стежка мне необходимо сделать. У меня остается последняя точка, и вставляя в нее крючок, я подхватываю не рабочую нить, а запас нити для соединения. Протаскиваю в петлю на крючке и вытягиваю его полностью. Далее вставляю крючок под первый стежок, увожу запас нити туда и возвращаю в исходную точку, снова оказываясь на изнанке. Далее оставляю запас в стороне и продолжаю работать нитью от клубка. У меня следующая точка. В эту точку, минуя обвязку, отодвигаю ее в сторону, вставляю крючок, подхватываю нить и вывожу первый столбик следующего ряда. Готово. Здесь не вяжу туго, так как потом перейду на крючок номер 4. Следующая точка, она уже относится к повороту. У меня на повороте 7 точек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Они отцентрованы. И в эту точку на повороте я провязываю сразу 2 столбика, делая добавление, для того, чтобы выйти на необходимое количество петель в круг. Следующая точка, точно так же добавление. Еще одна третья точка, в нее провязываю 2 столбика. Здесь вершина поворота, провязываю 2 столбика в эту точку. И еще 3 добавки подряд. Первая, вторая и третья.
Таким образом, из 7 отверстий у меня провязано 14 столбиков. Обратите внимание, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 отверстий с добавлениями. Теперь по ровным сторонам я буду делать добавления гораздо реже. Здесь буду делать добавки на каждую 5-ю точку. Вот по этой по ровной стороне у меня получится где-то 4 добавления. Итак, провязываю 4 столбика без добавлений. Первый, следующая точка, второй, следующая точка, третий и четвертый. И на 5-ю точку провязываю 2 столбика в одно отверстие. Первый, второй. Здесь точно так же чередую 4 двойная, 4 двойная, на повороте 7 добавлений подряд и завершаю ряд с добавлениями. Таким образом у меня было 64 петли. По бокам я добавлю 7 плюс 7 14, по ровным сторонам я добавлю 4 плюс 4 8. В общей сложности к концу ряда должно получиться 86 петель в круг. У меня остается последнее отверстие, и для того, чтобы соединить ряд, я вставляю крючок в последнее отверстие, подхватываю рабочую нить, вытягиваю высоту столбика, но завершаю провязывать этот столбик с запасом нити. Вытягиваю его полностью и делаю соединение по аналогии в первую кромочную косу. И возвращаю нить в исходную точку. Она снова оказывается на изнанке. И остается в стороне до следующего ряда. Продолжаю вязать я рабочей нитью от клубка. Здесь перехожу на основной крючок 4 мм. И еще раз проверяю. 7 добавлений на повороте, 7 добавлений на другом повороте. Между поворотами 1, 2, 3, 4 добавки с одной стороны и 4 добавки с другой стороны. Всего 22 петли я добавила. У меня сейчас в круг 86 столбиков. Проверяйте, количество столбиков для этого узора должно быть кратно 2. Перехожу к первому ряду узора, вставляю крючок за обе дужки кромочной косы каждый раз. Но здесь для того, чтобы выйти на высоту столбика, я делаю накид на крючок рабочей нитью, вставляю за обе дужки, вытягиваю петлю, провязываю основание столбика и воздушную петлю. У меня получается столбик с одним накидом. Далее накид. В эту же точку еще один столбик с одним накидом. Первое движение, второе движение. У меня в одну точку провязан пучок из 2 столбиков с одним накидом. Далее накид, пропускаю точку по основанию, через одну точку в следующую за обе дужки, провязываю столбик с одним накидом. В эту же точку еще один столбик с одним накидом. Таким образом, количество столбиков в круг не изменится. Я провязываю по 2 столбика в одну точку, но при этом по основанию пропускаю одну точку каждый раз. Снова накид, пропускаю точку, в следующую точку провязываю 2 столбика с одним накидом. Такими пучками у меня будет провязан весь первый ряд. Продолжаю столбик за столбиком до конца ряда. Еще раз повторюсь, должно получиться 86 столбиков в круг. Здесь сейчас у меня последний пучок. Накид. Вот она, эта точка. За обе дужки провязываю первый столбик, накид, провязываю в эту же точку второй столбик, но провязываю его не до конца. Завершаю столбик с запасом нити для соединения. Протягиваю нить полностью. Рабочую нить можно немножко подтянуть, чтобы все петли были одинаковые. Здесь в первую кромочную косу, она ровно перед вторым столбиком ряда, увожу петлю, подтягиваю то же самое до одинакового размера петель и увожу наизнанку в исходную точку. Снова нить остается в стороне.
Подтягиваю, фиксирую, возвращаюсь к рабочей нити. Здесь, чтобы начать второй ряд, нужно понять принцип вязания узора. Буду вязать точно такими же пучками, по 2 столбика с одним накидом, только в расстоянии между пучками предыдущего ряда. Вставлять крючок буду прямо в арку между этими пучками. Начинаю накид, в первую арку крючок, основание первого столбика воздушная петля. И далее в эту же точку еще один столбик с одним накидом. Готово. Снова накид. Следующее расстояние между двумя пучками. Под арку крючок и провязываю в эту арку 2 столбика с одним накидом. Пучки получаются в шахматном порядке. Снова то же самое. Накид, крючок в арку, первый столбик, второй столбик. Так продолжаю вязать по кругу, ряд за рядом. Соединяю ряды по аналогии, выхожу на следующий ряд по аналогии и навязываю глубину изделия. Одного мотка ниток мне хватило на 22 ряда глубины изделия. И буквально на последнем столбике у меня заканчивается пряжа. Делаю соединение. Край начала, которым я соединяла из ряда в ряд, я уже подшила в прошлом ряду. Он у меня закончился ровно там. Этот увожу на изнанку и точно так же подшиваю с помощью нити в тон. Здесь сейчас я хорошенько отцентровываю. Моя глубина изделия 26 сантиметров. Намечаю ручки, в каких точках они будут пришиты. Очень внимательно. Сначала пришиваю с одной стороны, потом с противоположной. Противоположные можно просчитать. Здесь можно ориентироваться на сантиметры. Около 9,5 сантиметров с этой стороны и соответственно столько же с этой стороны. Закрепляю. Я буду пришивать ручки нитью в тон. Вставила в иглу нить в 4 сложения. Здесь можно начать сверху или снизу. Я закрепляюсь сначала внутри, подхватываю узелок. Все, надежный закреп готов. Теперь вывожу иглу в уже подготовленное по ручке отверстие. Так как стежки идут через один, то есть здесь я протыкаю насквозь и нахожу соответственное отверстие по этой стороне. Хорошенько подтягиваю. Далее следующая точка. И так в одну сторону. Когда буду проходить стежками в обратную сторону, я буду захватывать те зоны, где не было стежка на лице, по пути туда. Моя сумка готова, очень стильная и функциональная. Мне потребовался всего один моток пряжи. Размеры готового изделия 36 сантиметров ширина и полная глубина вместе с дном 30 сантиметров. Сюда будет смотреться прекрасно любой узор, можно более плотный или более воздушный. Изделие прекрасно держит форму, такое донышко не вытянется и не потеряет форму и жесткость. Ручки и очень удобно, что не требуется подкладка, но под желанию, конечно, можно вшить чехол, в котором будут дополнительные карманы для функционала. Напоминаю, все необходимые ссылки для вас оставляю в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!